Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где вы можете найти ответы на интересующие вас вопросы, инструменты для улучшения жизни, ну и также практики настроя, ритуалы, медитации, саблиминалы для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. Ну и, конечно, помните, что ваша жизнь – это продукт ваших мыслей, эмоций, ну и, соответственно, действий. Это все цепочка причины и следствия. Причины – это ваши мысли, ваши эмоции, ваш настрой. Вам кажется иногда, что решение принимаете вы, а решение принимают ваши установки, убеждения, ну и ваше, конечно же, и воспитание. Поэтому все это можно изменить. Измените свой настрой. Это для тех, кому не нравится ваша жизнь. Для тех, у кого все прекрасно, значит, вы правильно подходите к построению вашей жизни. Ну, в основном, я знаю, что обращаются к советам и к Таро, и к консультациям люди, которые не совсем довольны своей жизнью, которые не знают, почему, как и что происходит, и хотят ее изменить. Поэтому хотите изменить мир, измените свои мысли. Не себя, не свой характер, а именно отношение. Отношение к себе, отношение к людям, отношение к ситуациям, отношение к своему миру. Любите свой мир, любите людей, любите себя. И тогда, соответственно, и мир, и люди, и ситуации принесут вам любовь. Любовь – это в том смысле, что все, что вы хотите, будет происходить. Ну, а выбор, как всегда, ваш. Сегодня, как и каждую неделю, основное на неделе, основное на следующую неделю. Сейчас стихия огонь, знаки зодиака овны, львы, стрельцы, искорки мои. Помните про акцендент. Акцендент влияет на ваше состояние, ведь планеты, Луна, Солнце влияют на нас. Хотим мы этого или не хотим, это все изменение энергии. Поэтому всегда говорю, смотрите свой знак зодиака и акцендент. Тогда у вас будет полная картина, и, как говорю сейчас я, осведомлен, значит вооружен. Первый раз эту фразу я услышала от моей учительницы Алены Ариес, ну и, соответственно, зачем изобретать велосипед, я тоже ее использую. Ну, сейчас, как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно, обязательно улыбнитесь. Улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок у вас будет. Это, опять же, закон притяжения, закон Вселенной, хотите вы это или нет, верите или не верите, но это так есть. Все, по одной карте на каждый знак зодиака и общий совет для стихии. Ну что, мои дорогие огоньки, начинаем с Овном. С Овнов на что обратить внимание в ближайшую неделю. В ближайшую неделю обратите внимание на перемены, переезды. Перемены могут касаться как отношений, так и всего остального. Для тех, кто планирует переезд и перемену места жительства, это уже начнет происходить в ближайшую неделю и будет довольно-таки плавно и гармонично. И опять, я повторяю, все зависит от вас. Для тех, кто ищет
работу, вы ее, скорее всего, в ближайшую неделю, по крайней мере, одно место найдете, но оно будет дальше по расположению, чем вы рассчитывали. Вы, скорее всего, хотели место работы поближе к вам, а тут получается, что она будет больше времени брать для того, чтобы добраться на работу. Ну, а принимать предложение об этой работе или нет, опять же, я, как всегда повторяюсь, это ваш выбор. Для тех, у кого работа связана с перемещениями, могу сказать, что ближайшая неделя будет успешной, будете очень много перемещаться, много будет заказов, которые вам надо будет выполнять. Для некоторых вы получите на работе известие, что вас могут отправить в командировку. Ну и все, что связано с передвижением и с переменами, которые вызывает это передвижение, будут происходить в ближайшую неделю. Ну и, конечно, ваше состояние зависит от вас. Некоторые будут волноваться, но я не вижу здесь причин для волнений. Это будет больше даже не волнение для некоторых, а суета, связанная с переездом, например, со сменой места работы, со сменой места жительства. Вот такая будет неделя. Львы, на что обратить внимание в ближайшую неделю? Смотрите, первое, что могу сказать, будут изменения в отношениях, и тут я точно говорю, что будет улучшение отношений. Опять же, выбор ваш, вообще карта влюбленные – это страстные отношения, и также эта карта выбор. Если у вас в отношениях все прекрасно и вас не интересует этот вопрос, то могу сказать, что перед вами встанет выбор, и выбор серьезный. Этот выбор может касаться работы, карьеры, бизнеса. Также этот выбор может касаться и отношений тоже. Это для тех, у кого два претендента. Ну, это и для девочек, и для мальчиков. Поэтому выбирайте сердцем, выбирайте интуицией, не позволяйте никому извне влиять на ваш выбор, чего бы этот выбор не касался. Ваша неуверенность в себе и ваша просьба о совете и помощи в таких ситуациях, она может даже не то, что и навредить тоже, но по большому счету не так навредить, как вы можете сделать выбор под влиянием кого-то, чьего-то мнения. А мы все разные, у нас у каждого свой опыт, свой взгляд, свой подход к жизни, соответственно. Если вы у кого-то просите совета, вы можете этот совет послушать, но тут же обращайтесь к своему внутреннему состоянию. Ваше внутреннее состояние никогда вас не обманет, потому что ваша интуиция, ваше подсознание всегда ищет комфорт. И если решение, выбор, который вы собираетесь сделать, вызывает дискомфорт, значит, вы не выбираете это, даже если кто-то сказал, что это лучше для вас. Только вы знаете, что лучше для вас. Тут вот напрямую я вижу ситуацию, когда вам надо будет взять ответственность за свою жизнь на себя. В принципе, вы всегда несете эту ответственность, осознанно или нет. Просто результат разный. Люди, которые полностью несут ответственность за свою жизнь, за свою, а у них и жизнь движется в осознанном, гармоничном русле, в балансе с собой, со своим состоянием и с внешним миром. Поэтому
вам, да, придется сделать выбор, принять какое-то решение. Оно может быть связано с любой сферой жизни, но принимать вам это решение надо будет самому или самой. Вот как-то так. Ну и стрельцы, на что обратить внимание в ближайшую неделю и что же основное будет у вас. Будут быстрые перемены, будут быстро меняться события, быстро надо будет принимать решения. И, соответственно, вы знаете, вам это не в тягость. Вы вы быстрые, вы любите, чтобы все было сразу здесь и вчера. Вы ближе к овнам, овны тоже так любят. Это львы более терпеливые и более выжидательную позицию очень часто принимают, пока чаша не переполнится. Вот, для вас это будет в кайф, простите, кто-то из вас так подумал, и у меня так вырвалось, извините, пожалуйста, я должна литературно разговаривать. Ну, я всего лишь человек, и я слышу ваши мысли. Поэтому наслаждайтесь, а перемены, какие это будут перемены и что будет в вашей жизни меняться, все же зависит от вас, от того, что волнует вас на сегодняшний день, какая сфера жизни волнует вас на сегодняшний день, и, соответственно, вот в этой сфере и начнут происходить изменения. Ну и колесница – это карта, которая говорит, что примите перемены, которые идут в вашу жизнь. Они принесут улучшение. Ну а выбор, как всегда, ваш. Вот такая интересная неделя у стихии огонь. Хорошая неделя. Перемены, выбор и опять передвижение. Знаете, вот все будет двигаться, нет никакого застоя, и для вас это очень важно. Для вас, когда выпадает повешенный, это, знаете, как говорят, смерти подобно. Ну, это образно я сказала. Вы очень нервничаете, когда нет движения. А вот в ближайшую неделю будет, ну, просто движение, движение и движение, перемены, движение, решение, все это действие. И вам это нравится, вы это любите. Короче, покой вам только снится. Ну что, давайте посмотрим совет для стихии огонь, общий совет. Ну, совет принимайте и оказывайте помощь. Если вам нужна помощь, не стесняйтесь просить о ней. Я знаю много людей, особенно огненных, которым нелегко просить о помощи. А тут для некоторых из вас, и я даже тут вижу, могут быть ситуации, в которых, да, нужна будет помощь, просите о ней. Ну и, соответственно, vice versa, помогайте. Но тут я всегда говорю, что помощь должна быть оказана от всей души. Если, когда вас просят о помощи, у вас возникает чувство дискомфорта, лучше отказать. Потому что помощь, сделанная, оказанная не с чистыми намерениями, и я не говорю это по-плохому даже, если просьба вызывает у вас дискомфорт, отторжение, значит, ваша интуиция вам что-то пытается сказать. Поэтому лучше красиво отказать. Если, кстати, вот в таких ситуациях проявляются настоящие люди, настоящие друзья, настоящие вот знакомые, проявляются люди, которые относятся к вам искренне. Если человек обиделся, разозлился, а еще того больше иногда и грубо ответил на ваш отказ, вам стоит задуматься, кто же этот человек в вашей жизни. Я же говорю, вот эти ситуации даются нам для того, чтобы что-то проверить.
Ну, опять же, есть же другая сторона медали. Если человек вам отказал, вот тут проявляется ваша сторона и ваше отношение к человеку. Если чувствуете какую-то обиду, злобу, то задумайтесь, что же этот человек в вашей жизни. Потому что обычно адекватные люди, хорошо к вам относящиеся, или люди, к которым вы хорошо относитесь, никогда не разозлятся, они поймут. Потому что может быть огромное количество причин, по которым вы не можете выполнить их просьбу, или по которым человек не может выполнить вашу просьбу. Потому что могут быть и такие ситуации. Хотя по этой карте я вижу взаимопомощь. Кстати, если помощь материальная, вот тут я всегда говорю, если вы решили все-таки от всей души помочь, все равно сумма, которую вы дадите, не должна превышать, можно сказать, бюджет ваш, чтобы это не навредило вашему бюджету. Если вы даете больше, чем вы можете себе позволить, тут происходит дискомфорт, и вы начинаете ждать, хотите вы этого или нет, вы концентрируетесь на ожидании возврата, тем самым отдаляя возврат этих денег. А если уже действительно даете, будьте готовы, что эти деньги к вам не вернутся. И тогда намного больше шансов, что деньги будут возвращены. Вот как-то так. Ну что, мои огоньки, загадывайте желание, помните формулировку, помните, что то, что вы сформулируете, то вы и получите. Поэтому правильно формулируйте. На канале есть несколько видео с формулировками, как правильно формулировать желание. Одно видео, прямо даже я там печатаю видео и показываю, как, в каких сферах, ситуациях, как правильно формулировать желание. Поэтому формулируйте правильно. Ну что, надеюсь, вы загадали желание. Если нет, останавливайте видео, загадывайте, а потом смотрите дальше. Овны, процветание. Вас ждет процветание. Значит, ваше желание исполнится. И вот все перемены, передвижения, переезды, которые будут происходить, они на улучшение. Это же не только получается карта, что желание да исполнится, это еще то, что вас ожидает. Поэтому принимайте процветание. Львы, будьте настойчивы и действительно, вот здесь я же вам очень много объясняла, как осознанно надо подходить к вашему выбору и именно вашему выбору. Поэтому ваше желание при вашей настойчивости исполняется. Смотрим для стрельцов. Ну, а вас, я хочу сказать, восстановление. Первое, что это может означать, что желание не ваше, что вам надо восстановить, можно сказать, справедливость по отношению к себе и осмыслить, нужно ли вам то, что вы сейчас загадали, ваше ли это желание или это чье-то желание. Еще одна сторона этой карты, у вас большая потеря энергии на что-то. И у вас, можно сказать, на сегодняшний день недостаточно энергии для движения к исполнению желания. Значит, нужно восстановление, возврат своей энергии и, соответственно, ваше желание тоже исполнится. Ну а на сегодня все. Я желаю вам всего самого лучшего. Я желаю вам счастья, еще раз счастья. В этом слове есть все. Когда человек счастлив, значит, у него прекрасное здоровье, прекрасная финансовая ситуация, прекрасные отношения и прекрасная удача и успех. Поэтому этим одним словом можно сказать все.
Ну и, конечно, я вам желаю мира. На сегодня все. Увидимся завтра. Люблю вас, мои дорогие. Пока.